Как на самом деле относятся к переехавшим в этом году россиянам в Турции и можно ли стать своим в чужой стране? Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий из Турции. Как бы это странно ни звучало, турки рады долгосрочным приезжим, если приезжие сами не проявляют агрессию и неуважение, потому что и такое тоже бывает. В то же время они добродушно относятся и к туристам. Это не египтяне, которые, по моему мнению, всегда в первую очередь хотят зарабатывать на своих гостях. Чаще всего турки честные и по-настоящему доброжелательные люди. С ними всегда можно выпить чай, поговорить и договориться о скидке, например. Поэтому бояться их не нужно и смело приезжайте в Турцию либо на отдых, либо жить. Но вот все-таки некоторые привычки российских туристов шокируют местно. Например, это когда даже на отдыхе русские предпочитают питаться русской едой и ищут гречку, овсянку, сметану, творог, молоко, сгущенку и другие продукты. Также их шокирует купание русских в ноябре, декабре и даже в январе. Бывает, русские купаются. Потому что сами турки, они начинают купаться только с июня месяца и купаются максимум до ноября. Вот такие недопонимания, скажем так, иногда получаются, но в целом все хорошо.